хорошо на природе. Пойдем. Да, ветерок здесь Ну, мы нормальный. спрятались хорошо за машиной. Как-то. Да, за машиной хоть не дует, да? Остренько. Угу. Ну, как тебе дорога? Дорога нормальная, в принципе. Хорошо. Природа мне здесь понравилась. Смотри, как зелено здесь. Слушай, виды были какие, да? Виды Сначала потрясающие. Вначале пустыня была такая сухая, да? А потом ближе к Чимкенту. ближе, вот возле Тараза Ну. началось зелень. Да, очень понравилось. Эстетическое удовольствие получила и не устала. Сколько мы часов уже едем? Мы едем Сейчас сколько? 2? час 2, мы выехали. Мы в 5 выехали. 5, В 5. 5 час 2. Ну, еще 3 часа и 10 часов получается, да? Угу. Почти. Ну, 8 к 7 часов туда едем и при этом не устали. К 7 подъедем. Да, здесь Немножко. природа немножко другая, да? Вообще. Я думала около Чимкента или там Тараза, да? Ага. Какая-нибудь такая, ну, пустыня. А здесь прям и горы такие красивые. Здесь и горы, холмы такие красивые. Вообще в хороший такой. в этом направлении мы еще с тобой не выезжали. Да. И люди так белят деревья, хотя они вообще от города далеко, да? Белят, вообще ухаживают. Какой-то Очень порядок, да, понравилось. есть? Очень понравилось. Туркестан. Какие дома интересные. Такой проспект широкий. Очень интересный город. Очень красивый закат. Вот заселились в квартиру. Здесь ванна, туалет. Здесь кухня. Вот такая. Нормально, чистенько. Столик, холодильник. И вторая. Как здесь? Комнатка. Кровать. Америка. Заселяемся. Заселились в квартиру. Спальня.
Ну, большая квартира, да? Сегодня третий день нашего путешествия. Мы добрались до... Ты устала, Оля, от того? Нет, сегодня вообще быстро. Сегодня быстро Мы по 14 часов ехали, а сегодня 8. 8, да? Да, мы уже 4 Ну, часа. 8 это уже... Ну, 4 уже здесь были в Атырау, да? Сейчас покушаем, отдохнем. Решили себя побаловать. Еще погуляем по набережной, да? Да. Че, у тебя пивко хорошее, Дим? Не знаю, я еще не пробовал. Мне дали с соломинкой. Мне соломинку не дали. Красивые эти. Красиво. Как? Горяченько? Вкусно. На набережную. Река Урал. Атырау. На набережной. Такой ветер через дорогу, весь песок. Подъезжаем к российской границе. Заезжаем на какой-то такой мост. Интересный. Плавательный мост какой-то. Плавательный. Это, наверное, вон такой вот так по центру. Ой-ой-ой-ой-ой. Это вот тут по мосту едем. Колышется. Колош, он прям волны, и мы на волнах едем. Ой-ой-ой-ой, вот эта речка. Смотри, она такая полная. Ужас. Ой-ой-ой. Еще ветер. О, рыбаки. Видели рыбачков. Это дальше Австрия. Заехали в Элисту. Такой хороший отельчик. Приятный. Что еще надо? Ничего. Поспим завтра утречком. Все чистенько. Новый отель. Очень хороший. Приятно. Мне очень понравилось. Ростов-на-Дону. Очень большой город. Красивый.
приехали наконец-то. Вот интересная зона такая. Вот готовые кемперы стоят. Кто-то красную фисташку выбирает. Получен Сундерсер от АЗС-Т-71. Заказали соляночку. 00 и на Тапе Сиренатур на Пока нам еще там готовят кемпер. Ликерда. Мы вот перекусим и поедем. 5 суток мы ехали сюда. Но доехали. Вряд ли будем ехать, наверное, 6. Часов 6. 6 дней, да, но мы потише будем ехать. Потому что с кемпером уже не так разгонишься. Да? Медленно, думаю. Мы вообще никуда не торопимся, тихонько. Нам главное границу перейти, эту российскую. Захотели там остановились. Да, да. Ну вот. Аккумуляторного отсека. Аккумулятор подключен, установлен. Контроллер солнечной панели показывает 13,2 вольта. Аккумулятор сейчас солнечная панель работает, заряжает его. Это 100 амперный, да, аккумулятор? Да, это на 100 ампер. Собственно, все в автомате работает. Он не боится глубокого разряда? Этот нет, он боится в минуса заряда. В минуса, да? Да. То есть в морозы его заряжать нельзя. А в остальном, то есть автономно полностью. А он включается на зарядку вот тем тумблером, да? Нет. Смотрите, контроллер, солнечная панель, приходит в контроллер, из контроллера в аккумулятор. И из контроллера на все потребители 12 вольт. То есть включение заряда как такового, нет, он всегда постоянно питается солнечными панелями. Вот два первых провода на контроллере, это как раз солнечная панель. Значки такие нарисованы. Понятно. Значит, зимой я просто должен выключить тумблер. Зимой отключить один из проводов первых вот этих Красный. солнечной панели, просто один открутить, выдернуть его и все. И только потом снимать клеммы с аккумулятора. Дальше там вот эти два тумблера маленькие. Да. Это уличные розетки 12 вольт USB вот эти. Ага. Понятно. Дорогу в дожди там Ага. Все ясно. выключить. А большой рубильник это 220 вольт. Это при подключении кабелем. То есть 10 есть... метров кабель в комплекте. Вы включили сюда в обычную розетку, и у вас этот автомат вверх подняли, у вас 220 вольт будет вот здесь, на розетке над аккумулятором, и одна внутри. То есть это просто развод Видишь, вон там 220 вольт. С аккумулятором они никак не завязаны. Все ясно. Понятно. Насос воды. Насос включили, питание пошло на него, он по давлению сам отключается. Сейчас будет пытаться запуститься котел. Вот открыли, насос сам включается. Горячая пойдет, да, сейчас? Ой, тепленькая пошла. Тепленько пошла, да. Воду. Он должен Мы сейчас воду заправим полную баки. И сейчас воздух пошел, котел уже не может запуститься, ему нужен постоянный проток воды. Чтобы, например, не нужна вода горячая. Единственное отключение этой котла, это вот эту крышечку надо просто скинуть, чтобы от батареек питание не шло. И тогда он не будет... То есть через него вода просто идет, но он не открывает ни газ, ни искру не дает. То есть просто вода не теплая. Да, просто такая есть крышечку бак открываем, напрямую. да? Да. Хорошо. То есть батарейки. Температуры воды, это если мы зажимаем его, он проток воды, то есть струйка будет маленькая. То есть он, за счет меньшего протока воды она будет больше будет нагреваться, выше температура будет. Но по факту насос
не очень себя правильно будет вести, если его сильно зажать. Насос будет не понимать, то ли ему включиться, то ли выключиться, то ли открыт проток, то ли не открыт. Ну, по опыту, вот всегда, сколько я их настраивал, посередине ставлю. В принципе, там на температуру особо не влияет. Больше влияет именно пламя. Ага. Если прям большое пламя, ну тут прям жар будет. Вот. Опять же, на средний То есть здесь, если вода попадает, она практически не должна попадать сюда, в этот отсек, да? Она герметична, получается. Здесь резинками прижимается, да? Да, конечно. Весь все, что снаружи, это все нержавеющее, это ж кроме шасси. Ну там силовые болты автомобильные, поэтому они оцинкованы, ну, как машина. Так, здесь у нас... Насос воды. Ага. На входе у него стоит. Так, он сейчас пытается качать, потому что воды нет и воздух. Просто грязевой фильтр от воды. Ну, мало ли заправили, трава, еще что-то, чтобы не попало внутрь клапанов. Всего просто открутить от руки. Грязь. Обогреватель Webasto, да? Да, отопитель, Отопитель. насос, дизель, который качает в него, и предохранитель отопителя. Так, это у нас... Домкратные упоры. Выдвигается чуть вперед. вот так вот, да? То есть сильно прям приподнять не получится, но... Ну, главное, чтобы не шатался. Да, не шатался, ну где-то неровность небольшую он компенсирует. Вот, сбрасывать его. Достаточно, да? Да, конечно. Красный подотрется. Так, сюда можно будет холодильник один подключить, да? Холодильник, да, обычный прикурил. Суммарного стола. Суммарно стола. Да. По 50 получается Да, каждый, да. Не будет постоянно аккумулятор. Ну вот, а если 12 ватт? Собственно, дизеля. На сколько литров он? Он на 7 литров. Расход у отопителя примерно 200 миллилитров в час. То есть литр на 5 часов. 35 часов непрерывной работы. Ну, он работает, это на максимальном режиме, если в минимальном, там гораздо меньше. Ну, по факту, там, бывает, что и на сезон этого бака хватает. Это боковые, да, на кухню. Это кабель 220, 10 метров, да? Получается, аккумулятор тоже заряжается? Если... Нет, аккумулятор нет. Он 220 не завязан. Вы можете поставить отдельно зарядник, прямо на аккумулятор его положить, на клеммы и в ту розетку. И тогда у вас будет там. Понятно. С вашей стороны два выключателя. Это да-да-да. уличный. Уличный головой. Здесь Ну, в дорогу закрывать надо. дорогу, да, обязательно. Ну, крышку можно просто потоком ветра сорвать снаружи. Сжимается и все, да? До конца. Да, 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 да. Там уплотнитель по кругу. Просто его откинули. Добрались. Не приклеиваем, не этот. Здесь пол, как бы, если что, просто вытаскиваете, убраться. Вот. Ну, уляжете просто. Вот. Стул. 12 вольт USB, опять же, вот это 220 вольт от внешнего питания, пульт отопителя. Его можно использовать просто как вентилятор. Здесь поворотный. Дефлектор поворачивается. И в этом в режиме вентилятора обороты его можно понизить. А если стрелочки вот эти вверх нажимают, то они... Это режим Обогревать. отопителя. Режим
Солярка есть чуть-чуть, да? Да, Для теста. конечно. Несколько часов. Ну хорошо. В режиме отопителя его можно использовать еще в 2 режимах. То есть, когда мы просто нажали, вот он сейчас начинает там загружаться, прокачивать. Цик начинает. Да. Не факт, что сейчас запустится по температуре, ну, довольно тепло, Да. 25 градусов. Он здесь по Даже в температуре максимальном, выставляется, да. Вот у него датчик температуры. Ага. Понятно. Ну, может быть, сейчас и запустится здесь не так Ага. нагрелось еще. Это работа, если светится 2 диода, это работа по датчику температуры. Если мы выключаем верхний диод, тогда он не по температуре сейчас будет работать, а по Ну, принудительно, короче говоря. принудительно, да, в максимальном режиме. И вот это будет 2 киловатта выдавать, а вот это 0,6 киловатта. То есть он будет не так часто прокачивать дизель и будет просто по чуть-чуть. Ну, вот защелкал. Да, Сейчас он защелкал. запустится. Ну, все, мы сейчас дождемся, как он выйдет в режим в рабочий, и потом. Это полка. Пока полку можно посмотреть. Так, с той стороны. Так полка получается. А так оно как шкафчик, да? Да, можно как Хорошо. шкафчик, как полочку. Мне кажется, что даже я залезу. Иногда ножки подожму, да и все. По весу она, ну, взрослого выдержит. Да. Аккуратно. Да, очень хороший. Ничего так. Ну, очень хорошо. Это Мне тоже получится. учись, Дима. Так, и подкатили поближе и колесом. Колесом поднимаем, да? Там какие-то темные цвета, светленькие. Ага, вот так. То есть, чтобы быть уверенным, всегда его делайте Ага. чуть. Вот если он не защелкнут, ручка вверх всегда. Ага. Вот так. Все ясно. Теперь он зажался. Правый, да. Правый, да. Да, О, хорошо. да. Да. Ура! Ну, задний ход. Тогда уж он будет противотуманный. А он не снесет? Да. 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 Задний ход как противотуманка работает.